Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Вы знаете, что меня зовут Саша Карельский, и недавно, 5 декабря, я посетил песню года. Собственно, мне бы хотелось со всеми вами поделиться своими личными эмоциями, впечатлениями, переживаниями, а самое главное, мыслями, которые зародились у меня после посещения данного мероприятия. Скажу сразу, что это мое сугубо личное мнение, вы можете с ним согласиться, можете с ним не соглашаться. Я не претендую ни на звание критика, ни на звание музыкального эксперта, просто хочу высказаться по данному вопросу. Надеюсь, вам будет со мной интересно. Все началось с того, что мне удалось попасть в VIP-сектор, несмотря на то, что мои места находились на трибунах. Как это произошло, смотрите в нашем большом фильме о нашей поездке с Иваном в Москву, он совсем скоро появится. Так вот, оказавшись в VIP-секторе, мне повезло, я сел достаточно удачно, там было много места, сами знаете, пандемия, всех сажали через одного. И у меня был прекрасный обзор, я мог наблюдать абсолютно все, что происходит на сцене, а также улавливать и чувствовать атмосферу, которая находилась внутри зала. Скажу сразу, вы знаете, что ведущими были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Это традиционные ведущие песни года, уж не помню с какого года, но они давно ее уже очень ведут, по-моему, с 2007. И вот действительно очень сложно было и раскачать аудиторию, и самое главное – это сделать атмосферу праздника. Почему? Потому что эта программа будет транслироваться уже после Нового года. И, конечно, разумеется, очень важно, чтобы на лицах людей был праздник, была радость, было счастье. И задача ведущих нужно было создать, и артистов, конечно же, создать определенную атмосферу. Ведущие делали все, что могли для этого. Были подготовлены и шутки, и какие-то получались иногда даже импровизации. В общем, в этой части у меня никаких претензий не было. Так вот, когда они появились на сцену, они сразу рассказали о том, что, друзья, такие правила, эту передачу покажут после Нового года, так что представьте, что мы с вами уже Новый год отпраздновали. И вот мы такие веселые, счастливые, входим в новый 2021 год. Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Ивану! Слава счастью! Еще раз повторю слова Леры, что это телевизионная съемка, и поэтому каждого из вас снимают камеры. Камеры стоят по всей арене, и вас видно, вас слышно, и ваши эмоции очень важны для телесъемки. Также постоянно делался упор на то, что необходимо было соблюдать масочный режим. Все должны быть в масках, никто не должен был сближаться, кучковаться и так далее. Потому что нам грозили о том, что в любой момент съемку могут остановить и всех могут разогнать. Возможно, они нас запугивали, но так или иначе зрители старались соблюдать все эти правила. И вот, значит, ведущие говорят, что мы сейчас рассказали вам правила, уходим, приходим, и начинается съемка. Они вновь вышли на сцену, аплодисменты, ура, с Новым годом, с новым счастьем. И вдруг на сцене появляются артисты, которые поют традиционно финальную песню, песни года. Меня это сначала удивило, а потом, как оказалось, это было вполне логично, потому что действительно артисты вот все вместе собрались, самое правильное отснять общую песню в начале, а потом уже приклеить ее на монтаже в конце данного концерта. Разумеется, с самого начала шли заслуженные именитые артисты, которые улыбались, создавали эйфорию праздника. И самое главное, появился Димаш. Димаш, как всегда, был скромным парнем, он не лез на рожон, не лез на передний план, оказаться где-то в кадре, но он спел свою партию, прекрасно отыграл все, что нужно, и в конце, после исполнения финальной песни, сразу же получил букеты цветов. Это уже, конечно, было несколько неожиданно для многих зрителей. Почему? Потому что обычно все цветы там дарят либо на сольном выступлении, да, когда артист выходит, либо в конце, когда вот уже общий финал. Нужно отдать должное, что
С точки зрения технического оснащения площадка была подготовлена отлично, звук был хороший, качественный, во всяком случае там, где сидел я. Были даже элементы шоу, причем иногда очень красочного, эффектного шоу, поэтому в этом плане, я считаю, организаторы поработали на отлично. Теперь перейдем непосредственно к самим артистам. Вы знаете, в этом обзоре не хочется оказаться предвзятым, потому что все-таки, разумеется, что здесь я преимущественно буду говорить о выступлении Димаша, да, но скажу честно и откровенно, что зал был достаточно холодный. И даже несмотря на то, что перед Димашем выступали такие именитые звездные артисты, как Ёлка, Басков, Григорий Лепс, Тимур Родригес, зал был достаточно холодный. И ровно в тот момент, когда на сцене появился сначала Игорь Крутой со своей песней «Ветка каштана», и потом, разумеется, Димаш, все как будто преобразилось. Как будто бы начался восход. Все ожило, запели птички, забегали синички. В общем, действительно начала создаваться какая-то атмосфера у этого мероприятия. Музыка Игоря Крутого, слова Лары Фабиан. На сцене потрясающий Игорь Крутой и Димаш! И то, что Димаш получил какое-то невероятно колоссальное количество цветов на сцене, разумеется, удивило всех. Особенно тех, кто не знаком с Димашем, с его творчеством. Я смотрел по сторонам и наблюдал лица людей, которые перешептывались и говорили, кто это, что это. То есть они не понимали, потому что выходил Басков, выходил Лепс, цветов не было. Ну, там 1-2 букета. Вышел Димаш, вся сцена была завалена цветами. Мало того, охранники, которые должны были все сдерживать этот натиск, по-моему, сдались после первого же штурма и поняли, что с Диэрс шутки плохи, вот, и что ты не сделай, то есть они все равно прорвутся на сцену. Я на сцену бежать не торопился по причине того, что я был простужен, поэтому я воздержался и снимал все это, весь этот процесс издалека. Каждый раз, когда выходил Димаш, зал взрывался аплодисментами, и каждый раз на сцене было невероятное количество цветов. И, на мой взгляд, несмотря на то, что все артисты по-своему прекрасны, по-своему уникальны, у них есть своя аудитория, но не могут на это ровно реагировать. Это очень странно. И это для многих очень болезненно и тяжело. Я это чувствую. Обратите внимание, зал оживился мгновенно. Раньше все цветы были Николаю Баскову и Филиппу Киркорову, сейчас Димашу. Браво! Что еще бросалось в глаза? Димаш был озорной, Димаш был яркий. Чувствовалось, что ему не хватало вот этого общения с публикой, и все его выходы прошли просто на ура, шедеврально. И это действительно самые яркие моменты на протяжении вот всего того большого шоу, которое было запланировано. Это чувствовали все. Давайте мы лучше припев 11 еще повторим, если можно. Я понимаю, что эту песню мы только вчера услышали, но играть еще сделаем это. Друзья, исключение только для Димаша. И всегда злой судьбы я приду опять. Я скучаю по тебе, по твоим глазам.
Потрясающая песня, мне очень нравится новая композиция. Мне кажется, что она будет 100% хитом, потому что вот я ее напеваю уже и мелодию, пусть я еще пока не знаю слова, но я постоянно ее напеваю, пропеваю вот эти строчки. Настолько они вот прилипают к тебе, и ты не можешь отделаться от мотива и от слов. Я скучаю по тебе, по твоим глазам и по твоей улыбке. Я думаю, что разбирать особо вокал, выступление Димаша нет смысла. Просто хочу сказать, что человек выходит на сцену, притягивает внимание, забирает энергию, отдает энергию. И я даже видел по людям, которые вот сидели до выхода Димаша смирно. Но в тот момент, когда выходил он, доставали камеры, начинали снимать. Вот, и вызывал это действительно неподдельный интерес. И поэтому, когда Димаш исполнил свою финальную песню «Там, где живет любовь», зал резко начал пустеть, люди стали покидать трибуны. Я думаю, что-то странно. И дальше все выступления артистов начали меня немножечко даже раздражать, потому что одно похоже на другое. Да, были достойные артисты, я не спорю. Полина Гагарина мне очень понравилась, Диана Арбенина прекрасно. Но в большинстве своем, в массе своей, это было грустно. Знаете, вот мне режет слух обычные, обыденные, банальные слова, которые вдруг попадаются в песне. Потому что песня — это для меня какой-то такой серьезный жанр. Это не разговор на кухне и не разговор во дворе. И когда ты слышишь ах, ох, вот, золотая чаша, золотые цепи, ну вот это все очень сильно для меня режет слух, и мне кажется, что искусство и музыка должны вытягивать человека из обыденности куда-то выше. Искусство должно тянуть человека за собой. Оно должно расширять его кругозор. Ему должно хотеться еще больше узнать, еще больше посмотреть, еще больше почувствовать. Но когда тебе просто натолкали в уши все, что посчитали нужным, исходя из собственного уровня культуры и образования, становится тоже грустно, потому что, как говорил великий Михаил Задорнов, у нас говорят: спасайте наши души, а где-то там у них спасайте наши задницы. И согласитесь, это две разные вещи. И поэтому я ждал только финал, чтобы услышать финальную песню в исполнении всех артистов. И потом только до нас дошло, благодаря одной из DR, которая подошла и решила сфотографироваться, говорит: о, Александр, можно с вами сделать фото? Я говорю: так вот, я жду финальную песню. Она говорит: так финальная же песня была в начале. И я сообразил, что, похоже, кино больше не будет, и здесь ловить нечего. После этого я благополучно покинул песню года. Скажу честно, до конца ее не досмотрел, о чем не сильно жалею, потому что внизу, на парковке, я встретил своих людей. Друзья, парковка, 4 часа утра, ждем Димаша. Сейчас, мы следим за нашими. Что значит своих? Я думаю, вы так прекрасно понимаете, о ком идет речь. Это семья Диарс, которая обсуждает, которая общается, которая фотографируется. И такое ощущение, что ты сразу как будто бы действительно попадаешь в абсолютно другой мир. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда
Алга, Петербург.